Иосифа Виссарионовича Сталина часто изображают неким аскетом, который жил скромно, не закатывал никаких перов, только не расставался с неизменной трубкой. На самом деле, великие люди тоже едят и пьют, но об этом не всегда рассказывают и пишут. Есть мнение, что потому, как и что ест человек, можно сделать выводы о его психологическом состоянии. Я могу согласиться с этим только частично. Действительно, если, к примеру, кто-то питается один и в темноте, то с человеком что-то не так. Но я, например, ем дома. В основном варю супы и делаю картофельное пюре на гарнир с котлетками. И это говорит обо мне только то, что уровень доходов не позволяет питаться лучше. Если бы я зарабатывала больше, то ела бы красную и черную икру каждый день, омаров и фуагра. И тогда обо мне бы говорили как о человеке расточительном? Ерунда. Но допустим, что потому, как ел Сталин, можно сделать какие-то выводы из области психологии. Каким был Иосиф Виссарионович? Все те же психологи говорят, что у вождя были разные этапы в жизни. Когда он еще не набрался могущества, когда потерял жену, когда неумолимо приближался закат эпохи Сталина. Начнем с самого начала. Иосиф Виссарионович некоторое время провел в ссылке в Туруханском крае вместе со Свердловым и Каменевым. Там он ел в основном рыбу, дичь, покупал какие-то продукты на скромные казенные суммы. Интересно не это. Рассказывают, что Сталин категорически отказывался мыть за собой посуду. Это делал за него Каменев, чтобы Иосиф и Яков не ругались. Вообще, как пишут историки, Сталин никогда не умел и не любил готовить. Правда, к концу жизни где-нибудь на одной из дач он мог запереться в комнате и готовить еду на электроплите. Есть мнение, что это яркий пример развитой и необоснованной подозрительности. А почему же необоснованной? Есть же версия, что Сталина отправили в мир иной, а не сам он туда ушел. Но вернемся к молодости вождя. В 20-х годах Сталин получил возможность питаться в кремлевской столовой. В те годы он не позволял себе излишеств. Типичный советский обед из 3 блюд. Суп, окрошка или лапша, гарнир с мясом, рыбой или котлетой и компот или кисель. Излишества были потом, в 30-х годах, когда Сталин лишился своей супруги. Первым делом нужно отметить, что Коба не мог есть один. Он всегда созывал своих товарищей по партии, до 20 человек. На столе появлялось много чего. Супы, мясо и рыба, закуски, икра черная и красная, минеральная вода, грузинское вино, фрукты. Обед мог длиться несколько часов, параллельно обсуждали дела. Сам Сталин медленно пережевывал пищу и запивал ее легким вином. Сталин любил напоить гостей и слушал, что они, расслабившись, болтают. Сам лидер государства нередко пил шампанское, которое разбавляли водой. Ближе к 40-м Иосифу Виссарионовичу прямо с Кавказа самолетом доставляли свежие фрукты, коньяки, минералку, армянские, азербайджанские и грузинские вина. Кстати, сам Сталин пил всегда очень мало, зато прекрасно разбирался в винах и мог рассказывать о них часами. О букете, о том, в каком селе произведен напиток, чем отличается. Вождю подавали сациви, лобио, чахахбили, чанахи, гуриели, запеченные бараньи ребрышки и шашлык. Все это дело Коба запивал такими винами, как цигистави, хванчкара, кинзмараули, мукузани, арени, акстафа. Микоян рассказывал, что Сталин с возрастом стал есть все больше и больше. Иногда Джугашвили съедал столько мяса, что уму было непостижимо. Во время войны Сталин угощал союзников олениной и лосятиной, тетеревами и рябчиками, севрюгой и черной икрой. К концу жизни Иосиф Виссарионович уже не собирал за обедом по 20 человек, в лучшем случае 5-6, а иногда ел один. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.